Приветствую, друзья, вас на моем инженерном канале, где я как раз приступил к созданию уникального турбореактивного мотоцикла. А значит, в этой серии будет много интереснейшего железа. Поехали! В предыдущей серии мы разобрали принцип работы турбореактивных двигателей, и мне удалось на металлоприемке найти несколько огромнейших турбин от турбонаддува каких-то грузовиков. Мне удалось из нескольких сломанных сделать одну более-менее работоспособную. И теперь нужно просто все это превратить в реактивный двигатель. Но для начала я хочу продемонстрировать, как работает турбокомпрессор. Для этого давайте поставим небольшой эксперимент. В этом эксперименте я собираюсь подать воздух на силовую турбину, от этого обе крыльчатки начнут раскручиваться, и турбокомпрессор начнет нагонять воздух. А на выход турбокомпрессора я повесил вот такие вот ленточки-султанчики, благодаря которым мы сможем зарегистрировать и оценить силу ветра. К сожалению, просто своим воздухом я не смог эту турбину даже сдвинуть с места, поэтому придется немножко добавить огонька. Как вы можете наблюдать, даже небольшое вращение крыльчатки турбокомпрессора уже создает довольно-таки мощный воздушный поток. Чтобы турбина могла нормально функционировать и вообще вращаться, для нее нужно создать простой, мощный и в то же время надежный масляный насос. С этого, пожалуй, я и начну. Для масляного насоса нам понадобится какой-то двигатель. Это двигатель охлаждения радиатора автомобиля. Я в нем проделал вот такие вот дырочки для охлаждения, чтобы был хоть какой-то обдув, ведь работать ему придется постоянно. Еще я нашел вот такой вот масляный насос. Как вообще работают все масляные насосы? Это самый распространенный тип масляного насоса. Они используются и в грузовиках, и в автомобилях, и способны развивать огромное давление. Поэтому, если какие-то проблемы с масляной системой, этот насос может просто порвать двигатель. Принцип работы такого насоса очень простой. В одну сторону этих шестеренок подается масло, они вращаются, то есть по вот такому вот пути шестеренки перетаскивают масло в эту сторону. Так и работают все эти насосы. Масляный насос будет приводиться в действие посредством вот такой вот оси, которая одним своим концом будет вращать одну из шестеренок масляного насоса, а вторым концом будет закреплена в двигателе. Я нашел какой-то старый советский электрощиток, которому теперь придется прикинуться масляным баком. Я его немножечко модернизировал под свои нужды, а именно приварил вот такое вот углубление, чтобы масло забиралось с самой нижней точки, и масляный насос всегда был погруженным в масло. Еще я приделал вот такой вот симпатичный кранчик, чтобы при необходимости масло можно было сливать. А с другой стороны приделана вот такая вот трубочка, чтобы определять уровень масла, что, конечно, очень важно. А вот эта вот страшная кривая железяка – не что иное, как крышка масляного бака. У нее две функции. Первая – это быть крышкой масляного бака, а вторая – держать масляный насос и двигатель. На вот этих вот двух шпильках будет крепиться сам масляный насос, и по вот этой вот трубочке масло будет уходить на турбину. Вот эта большая трубка – это горловина для залива масла. А по вот этой изогнутой трубке масло будет возвращаться с турбины в свой бачок. Ну а вот здесь, само собой, будет крепиться сам двигатель. Создавая масляную систему, надо учитывать, что масло должно подаваться на турбину под давлением 2 бара. Но масляный насос способен создавать куда большее давление, а значит потребуется система регулирования. Самая простая такая система – это клапан сброса, или еще его можно назвать перепускной клапан. И устроен он крайне просто. Предположим, что у нас есть некая труба, по которой течет жидкость, а в данном случае масло. Еще мы установим манометр, чтобы знать давление в этой трубе. Теперь в этой трубе мы сделаем небольшое отверстие, которое закроем пробочкой. А пробочка будет подавлена пружиной с определенным моментом силы. Если давление в этой системе поднимется выше определенного уровня, пробочка откроется и сбросит лишнее масло. Таким образом, давление в этой системе будет определяться уже не мощностью насоса, а моментом силы этой самой пружинки. Для экономии пространства перепускной клапан я решил установить прямо на масляный насос. Для этого я сделал дополнительное отверстие и изготовил вот такую вот маленькую пробочку, которую очень точно подогнал для подготовленного отверстия.
А давить на эту пробочку будет вот такая вот пружинка. Обратите внимание, что здесь я еще предусмотрел вот такую вот гаечку. С ее-то помощью я и буду настраивать силу, с которой будет давить пружина. Чтобы в процессе эксплуатации эта гаечка не меняла своего положения, я ее заблокировал вот такой вот металлической пластинкой. Далее, любой уважающий себя масляный насос обязательно должен иметь фильтр грубой очистки. К сожалению, данный масляный насос я нашел вообще без ничего, поэтому сам сколхозил вот такую вот сеточную коробочку. По ее изготовлению можно особенно не париться, потому что ее функция очистить очень грубый мусор. Знаете, чисто чтобы на шестеренки не попадали всякие окурки, бутылки и всякие там дохлые вороны. Ну что ж, вот масляный насос полностью готов. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Теперь можно все это собрать в кучу и считать, что масляный насос полностью готов. К турбине я еще привинтил фитинг для подвода масла и патрубок для возврата масла в бачок. Чтобы камера сгорания могла работать, а значит и весь двигатель, в нее нужно под давлением закачивать керосин. И тут я решил сильно не мудрить и использовать простые бензонасосы от автомобилей. Я соединил несколько бензонасосов в особую схему, где один насос будет работать сам по себе, а два будут работать в параллель. Это для будущих экспериментов. И обратите внимание, что здесь есть вот такой вот железный бачок. На самом деле это тоже перепускной клапан, который будет держать давление топлива в системе в районе 3 атмосфер. Но он не так прост, как кажется. Он способен изменять это давление топлива в зависимости от давления воздуха в камере сгорания. Все эти 3 насоса я притянул к алюминиевой трубке, а она закреплена в куске фанеры. Разумеется, на топливные насосы тоже следует поставить фильтры грубой очистки. С топливным баком я решил сильно не заморачиваться и взял обычную 10-литровую канистру, у которой срезал верхушку. Поскольку все эти насосы считаются погружного типа, им предстоит плавать прямо в керосине. Собираем всю эту чудо-конструкцию, и керосинотопливная система готова. Забыл вот еще что. Из какого-то лазерного принтера я выломал вот такую вот красивейшую алюминиевую трубочку. Она и будет горловиной для залива керосина. Вот, теперь точно готово. Далее, важнейшая часть любого турбореактивного двигателя – это камера сгорания. Собственно, это и есть то место, где рождается вся энергия. То самое пламя, которое двигает все.
Вот такая вот получилась камера сгорания. Еще внешнюю камеру сгорания иногда называют комбустер. Давайте покажу, что здесь есть и как это вообще должно работать. Это вход для воздуха. С турбокомпрессора воздух по вот этой трубе будет попадать в камеру сгорания, где находится жаровая труба. В ней происходит смешивание керосина с воздухом и, разумеется, само горение. После чего горячие газы и пламя по вот этому отводу будут заводиться на силовую турбину. Если вы ни слова не поняли из того, что я сказал, посмотрите мою предыдущую серию. С этой стороны, посмотрите, есть еще вот такое отверстие, здесь будет находиться система поджига. А на вот этой площадке будет находиться система, распределяющая потоки керосина. А сюда будет вставляться жаровая труба вместе со всеми своими форсунками. Эти черные штуки – крепления к раме. Обратите внимание, что у горячей части я сделал место теплового сопротивления. То есть это стальная пластина, в которой насверлено много дырочек. Ну ладно, хватит всякой заумной болтовни, давайте всему этому придадим какой-то более-менее эстетический вид. Я нашел несколько баллончиков специальной жаропрочной краски для печей, но не написано, что она держит 1000 градусов, в чем, конечно, я немного сомневаюсь. Но в любом случае мне нужно создать какой-то эстетический вид и защитить все это железо от ржавчины. И вот все готово. Этот стиль и дизайн был придуман прямо здесь за 2 минуты до самой покраски. Но мне кажется, получилось неплохо. Теперь нужно создать жаровую трубу. То самое место, где и будет обуздана стихия огня. Жаровая труба готова. Основная ее цель – организовать правильное смешивание керосина и воздуха. Для этого воздушный поток максимально замедляется, и по мере продвижения по жаровой трубе добавляется все большее количество воздуха, и поток начинает ускоряться. Вообще, камеру сгорания я пытался сделать максимально большой и длинной, чтобы самая высокая температура была именно в жаровой трубе, а не где-нибудь на лопатках турбины, так как турбина у меня не имеет совершенно никаких систем охлаждения. На этой платформе у меня будет располагаться 13 форсунок, которые будут распылять керосин. Кстати, пришло время поговорить о форсунках. Как-то раз мне в руки попался огромный турбореактивный двигатель. Конечно, на нем не было никакой таблички, но судя по всему тому, что я увидел, предположительно это был двигатель от вертолета Ми-8. К сожалению, мне не позволили его весь целиком забрать или как-то там купить. Но мне удалось договориться, чтобы снять с него кучу всяких вкуснейших железочек. Разумеется, по цене металлолома. В том числе там были вот такие вот прекраснейшие нержавеющие форсуночки. Поскольку они качественные, из нержавейки и специально рассчитаны на керосин, именно их я и решил использовать в своем двигателе. Давайте чуть-чуть поближе познакомимся с нашими новыми форсуночками. Эти форсунки имеют очень интересную и хитрую систему распыления. Я был очень удивлен, когда первый раз разобрал такую штуку. Давайте тоже вам покажу, уверен, вы зацените. Начнем с того, что каждая такая форсунка уже имеет свой собственный микроскопический сетчатый фильтр, кстати, который тоже выполнен полностью из нержавейки. Пройдя сетчатый фильтр, керосин двигается дальше по форсунке и встречается с завихрителем. Это вот такая вот супер малюсенькая деталюшечка. И если к этому завихрителю внимательно присмотреться, можно увидеть два очень тонких канала, которые расположены немного под углом. Керосин, пройдя по этим каналам, попадает в небольшую полость. В этой полости керосин закручивается и создает вихрь. А покинуть эту полость керосин может только через вот это малюсенькое отверстие. И поскольку керосин в своей полости вращался с большой скоростью, через это отверстие он вылетает в виде веера. Дело в том, что веер керосина не обладает достаточным качеством дисперсии. Иными словами, капли керосина будут довольно-таки крупными. Для того, чтобы повысить качество пыления, здесь есть вторая система – воздушная. Наверное, некоторые из вас уже заметили, что на корпусе форсунки имеются некие лопасти. Назовем их турбуляторами или завихрителями, как вам удобнее. Они тоже выполняют функцию закручивания, но уже воздушного потока. На всю эту форсунку одевается вот такой вот специальный колпак, в котором есть отверстие для воздуха. Воздух под некоторым давлением заводится в эти отверстия и проходит вдоль всей форсунки.
Затем он попадает на завихрители, раскручивается и тоже выходит в виде веера. Таким образом, на выходе из форсунки мы получаем веер керосина, закрученный в одну сторону, который разбивается веером воздуха, закрученным в другую сторону. Благодаря такой гениальной конструкции мы получаем очень качественную топливную пыль, которая в итоге очень быстро смешается с воздухом и даст хороший качественный факел огня. Ну что, заценили? Как вам уровень советских инженеров? Чтобы правильно использовать эти турбуляционные форсунки, на корпусе камеры сгорания я предусмотрел специальный воздушный отвод. Его я расположил как можно ближе к турбине и на месте крутого поворота воздуха, чтобы давление было максимально возможным. А на площадке крепления форсунок я сделал как бы двойное дно, то есть создал специальную воздушную полость, чтобы сразу запитать воздухом все турбуляторы одновременно. По вот этой вот трубе воздух будет попадать в эту самую воздушную полость, а глубина этой полости рассчитана таким образом, чтобы воздух как раз попадал в эти воздушные отверстия турбуляторов. Теперь следует задаться вопросом, как весь этот керосин в камере сгорания поджигать. Обычной спичкой это сделать невозможно, так как все будет в закрытом корпусе. И сперва я сделал систему поджига на базе обычной автомобильной свечи. Эта система хорошо поджигала пропан, а вот с керосином были проблемы. И в итоге я решил использовать систему поджига от вертолетного двигателя, над которым мне позволили надругаться. Давайте покажу, как она устроена и как она работает. Система поджига у вертолетов – это полноценная миниатюрная горелка. Она представляет из себя вот такой вот корпус, на который сверху крепится простенькая форсуночка. На форсунку подается керосин, и полость этой горелки заполняется топливной пылью. А сбоку этого корпуса вкручивается вот такая вот очень необычная свеча. Эта невероятно мощная свеча гарантированно поджигает весь керосин, и обратите внимание, что здесь есть тоже отверстие для воздуха. Как и в истории с форсунками, в эти отверстия заводится воздух, чтобы обеспечить правильную воздушно-топливную смесь. Поэтому-то я и говорю, что практически это полноценная горелка. В корпусе камеры сгорания я предусмотрел специальное отверстие для этой системы поджига и сконструировано все таким образом, чтобы через эту систему поджига тоже прогонялся воздух. Далее, для огромной свечи поджига, разумеется, требуется огромный высоковольтный блок. Это была глухо заваренная алюминиевая коробка, но из инженерного интереса я решил ее все-таки вскрыть и посмотреть, что внутри. Поскольку вертолетный двигатель имел сразу две системы поджига, высоковольтный блок рассчитан на две свечи, а значит внутри все элементы в двойном экземпляре. Вот посмотрите, здесь мы можем наблюдать контактный электромагнитный прерыватель, агромедный конденсатор большой емкости и высоковольтную катушку. Еще здесь есть вот такой вот какой-то элемент, честно говоря, я даже не понял, что это такое. Но разбирать дальше я не захотел, так как эта коробка у меня в единственном экземпляре. Давайте сейчас на эту коробку подадим питание и посмотрим, как работает эта высоковольтная свеча. Почему-то камера не передает всего того, что здесь происходит, но хочу сказать, что треск стоит на всю комнату, а искра от этой свечи настолько мощная, что аж ослепляет глаза. Даже если ее просто залить всю керосином, она все равно взорвет весь этот керосин, и все это дело воспламенится. Давайте теперь посмотрим, как вся эта система поджига работает целиком в сборе. Чтобы эта система заработала полноценно, в дырочки для воздуха нужно подать воздух. Поэтому я замотал изолентой все отверстия и оставил одно единственное, в которое я хочу завести воздух с компрессора. Друзья, хочу сказать, что это удивительная штука. Поджиг гарантированный даже с первого щелчка. А вылетающее полметровое пламя уж точно подожжет весь керосин в камере сгорания.
Для того, чтобы соединить все форсунки, я нагнул большое количество нержавеющих трубок. Чтобы создать всему этому более-менее какой-то эстетический вид, я решил покрасить все эти трубочки серой порошковой краской. Так это будет и смотреться лучше, и в процессе эксплуатации будет проще все это чистить. Ну вот, вся эта куча трубочек готова. Теперь давайте попробуем всю эту камеру сгорания целиком собрать. Ну вот, это собрано, поехали дальше. Помните, я рассказывал про некую площадку, на которой будет располагаться система распределения керосина? Так вот, она будет состоять из нескольких электромагнитных клапанов. И я нашел вот такие вот автомобильные форсунки, которые я хочу для этого использовать. И тут вы, конечно, наверное, спросите, как это форсунки будут управлять форсунками? Дело в том, что автомобильная форсунка состоит из распылительной части и электромагнитного клапана, который-то мне и нужен. Поэтому я аккуратнейшим образом выпилил распылительную часть, и теперь это просто электромагнитный клапан. Давайте сейчас я подам на него питание и посмотрим, как он срабатывает. Как вы видите, при подаче питания этот миниатюрный шарик уходит назад, открывая канал для бензина, а в моем случае для керосина. Вообще, я думаю, пришло время рассказать, как я планирую регулировать мощность этого реактивного двигателя. Как известно, у всех нормальных реактивных двигателей мощность регулируется путем повышения давления топлива. К примеру, у вертолета Ми-8 давление керосина доходит до 13 атмосфер. Но, к сожалению, используя автомобильные бензонасосы, мне не удалось поднять давление керосина даже выше 4 атмосфер. Поэтому мне пришла идея регулировать мощность не давлением топлива, а количеством включаемых форсунок. Для этого-то мне и нужны все эти электромагнитные клапаны. Все инженеры хотят как-нибудь поэкспериментировать, придумать что-нибудь свое. И, разумеется, я не исключение. И вот как в итоге будет выглядеть моя схема. С топливных насосов топливо будет подходить по общей трубе, распределяться на несколько электромагнитных клапанов, каждый из которых будет запитывать по 2 форсунки. Таким образом, 5 клапанов будут управлять 10 форсунками. Еще 3 форсунки будут заведены сразу на топливную магистраль без всяких клапанов. Это система холостого хода. Она заработает сразу, как только заработает топливный насос. И еще один клапан будет управлять системой поджига. Здесь же расположится и топливный фильтр тонкой очистки. То есть вот, по главной топливной магистрали топливо с одной стороны подходит на электромагнитные клапаны, а с другой стороны уходит на систему холостого хода. Вот эти вот 3 форсунки, которые располагаются в центре, и есть система холостого хода. Ну вот, друзья, камера сгорания готова, а точнее ее внутренняя часть. И по логике ее нужно сейчас как-нибудь испытать. По идее, такие испытания с огнем нужно проводить на улице. Но, честно говоря, там страшные дубища, минус 30. Поэтому придется испытывать как-нибудь здесь, прямо в гараже. Вот такой вот получился небольшой провинциальный стендик. Поставил чашечку на случай, если керосин будет литься, а он здесь будет литься. Подсоединил все клапана, то есть можно будет потихонечку прибавлять и убавлять пламя.
Но пламя все равно в любом случае, даже если все клапана будут выключены, будет идти, потому что у нас здесь есть система холостого хода. Вот эти 3 форсуночки будут постоянно работать, когда топливный насос работает. И в общем топливо будет по этой трубе протекать через вот этот вот фильтр и подаваться в систему. Чтобы была более качественная смесь от форсунок и чтобы пламя хоть как-то направлялось в ту сторону, я буду с компрессоров подавать воздух. И установил систему поджига. Вот так вот она будет дуть в камеру сгорания. И, разумеется, электронный блок зажигания. И еще здесь есть манометр, который будет показывать давление топлива. А здесь пескоструйная вытяжка будет все пламя поглощать. Что ж, давайте попробуем испытать всю эту странно замороченную штуку. Испытания проходили на редкость гладко. Я был даже удивлен, что все заработало сразу и как надо. Но, как обычно в таких делах и бывает, вдруг что-то пошло не так. Друзья, в какой-то момент у меня в гараже вырос гриб огня прям до потолка. Я думал, это будет все, конец света. Поэтому, если будете проводить какие-нибудь такие эксперименты, делайте их на улице, ну или как-нибудь по-другому. Ну вот, друзья, смотрите, одна из форсунок вылетела отсюда, и произошел большой огонь, так скажем. Ну что ж, для этого и нужны испытания, чтобы понять все слабые места, что нужно усилить, что нужно доделать. Вы видели, какое огромное там было пламя? Я не ожидал, что пламя будет таким большим. И в пескоструйке у меня проплавило шланг, который расплавился, и получилась большая дыра. Я продел все форсунки вот такой вот проволочкой, чтобы форсунки никуда больше не делись. Сейчас попробуем все это испытать еще разок. Ну что ж, друзья, система работает превосходно. У меня прям никаких нареканий нет. Поджиг идеальный. Чем больше я подключаю форсунок в работу, тем больше делается пламя. Иногда мне кажется, что его даже слишком много. Ну что ж, больше это не меньше, как говорится. И, кстати, в этот раз у меня в пескоструйке лопнула лампа. Да, такие испытания, конечно, лучше проводить уже на улице. Ну что ж, друзья, испытания прошли, на мой взгляд, очень даже успешно.
Я доволен тем, как все сработало. Смотрите, нержавеющая жаровая труба прокалилась, какой у нее интересный цвет стал. Такая легкая побежалость. И теперь, я думаю, все готово для того, чтобы полностью собрать камеру сгорания, чтобы ее уже устанавливать на турбину. Ну вот, друзья, частично оборудование, механизмы и узлы для нашего турбореактивного мотоцикла сделаны, но, как это обычно бывает, к сожалению, на самом интересном приходится останавливаться. Пора мне ехать на север, на вахту. Но вы далеко не уходите, когда я вернусь, мы обязательно продолжим это интереснейшее дело. Ну а сейчас я с вами горячо прощаюсь и говорю до встречи в следующей серии.